«Смех — это физиономия ума», — сказали однажды братья Ганкур. Выходит, чтобы рассмеяться, важно иметь правильную физиономию. Или не об этом речь? А еще существует расхожее мнение, что все писатели-юмористы — личности мрачные, серьезные и грустные. Что же заставляет нас смеяться, гоготать, ржать или радостно улыбаться? Почему из двух стоящих рядом одному смешно, а той, кто держит его под руку, нет? Чем английский юмор хуже или лучше французского? Давайте разберемся досконально, а заодно и посмеемся над этим. Все относительно, скажу вам я. Относительно одесского юмора. Для начала выясним, что такое смех, в чем его сила и с чем его едят. Что может быть общего между гримасой шута, игрой слов, сценой остроумной комедии или клоунским антре, комической сценкой, в цирке. Об этом задумывался еще Аристотель, который в «Поэтике» написал, что смешное может быть определено как ошибка или уродство, не вызывающее боли или вреда другим. Но Аристотеля больше трогать не будем и обратимся за помощью к французскому философу и Нобелевскому лауреату по литературе 1927 года Анри Бергсону, которому удалось выделить три основных аспекта комического. Первое. Не существует комического вне человеческого. Взять, к примеру, пейзаж. Он может захватывать дух, может быть обычным или грустным, но смешным. Никогда. Смеясь над животным, мы смеемся над его позой, характерной для человека, или же над человеческим выражением его морды. Можем, конечно, посмеяться и над нелепой шляпой. Но опять же, смеяться будем не над самим куском фетра или пучком соломы, а над тем, какую человек придал ей форму, или над тем, как шляпа сидит на его голове. Некоторые философы называли человека животным, умеющим смеяться, другие — животным смех вызывающим. Ко второму типу животных относятся писатели-юмористы. Второе — нечувствительность, сопровождающая смех. Комическое может существовать, когда душа спокойна. А потому лучшее для восприятия комического — это равнодушие, а главный враг смеха — переживание. И души нежные, тонкие, чувствительные, в которых отзывается каждое событие, такие точно смеха не поймут. Посмотрите на жизнь со стороны, и многие вещи покажутся вам смешными, а многие драмы превратятся в комедии. Заткните уши, чтобы не слышать музыки в танцевальном зале, и вы начнете смеяться над танцующими. Таким образом, комическое для своего воздействия обращается к разуму, освобожденному от чувств. Третье. Разуму необходимо общение с разумом другого или других. Смешное не в состоянии воспринять человек, чувствующий себя одиноким и несчастным. Смеху всегда необходим отклик. Наш с вами смех — это всегда смех определенной группы людей. Скажем, в вагоне или за общим столом рассказывают друг другу истории и смеются до упаду. Вы засмеетесь вместе с ними, если состоите в их компании. В противном случае смеяться, скорее всего, не будете. Одного человека в церкви спросили, почему он не плакал, слушая проповедь, над которой все рыдали, и он тихо ответил: «Я не из этого прихода». Вывод. Любой, даже самый дурацкий смех — это всегда соглашение, вернее, заговор с другими смеющимися. Много раз было замечено, что зрительский смех в театре гораздо громче при полном зале, чем при полупустом. Но вот что интересно. Даже если приведенные нами определения и соответствуют формам комического, они все равно не объясняют, почему это комическое заставляет нас смеяться. Оставим на время Бергсона с его комическим и вспомним о такой особенности юмора, как язык, на котором он написан. Речь пойдет о писателях-юмористах. Многие шутки бывает сложно, а то и совершенно невозможно перевести с одного языка на другой, потому как они тесно связаны с нравами, культурой и представлениями о юморе отдельно взятого народа. Вот почему французский юмор заметно отличается от английского, американский — от габровского или от украинского. Каждый из них неповторим по-своему. У Жванецкого есть миниатюра на эту тему, когда на американском телевидении ведущий, общаясь с ним,
пытается объяснить своему зрителю шутки выдающегося одесского юмориста. Также не переводим юмор с украинского, скажем, Остапа Вишни. Вот в этом их гениальность. Что такое одесский юмор, пожалуй, лучше спросить у самого Жванецкого. И он ответит: какой он сатирик? Он же боится написанного самим собой. Что вы его все время цитируете? Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет специального одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек степной и горячий, как летний помидор, а есть бледный, созревший под стеклом и дозревший в ящике. Он и поет про свою синтетику, и пишет про написанное. А писать, простите, как и писать, надо, когда уже не можешь. Таким образом, чтобы понять смех как таковой, его нужно перенести в ту культурную естественную среду, где он будет понят. После чего выявить полезную функцию смеха, неожиданно сказанная к месту шутка, точная острота, негрубая насмешка и добрая сатира. Вот ряд проверенных средств для психической личной гигиены, средств, способных уничтожить недовольство, погасить приступ внезапного гнева, негодования и другие подобные эмоции. Смех улучшает дыхание. После приступов смеха перестает болеть голова. На уровне мозга он напрямую связан с понятием удовольствия, так же, как еда и секс. Мы знаем, что нам хорошо, когда мы смеемся. Кроме того, возникающий в ситуациях стресса смех снимает его. Когда вы не ждете парадокса, вы тут же его получаете. Блистательный Оскар Уайльд устами главного героя в пьесе «Идеальный муж» говорил: «Я совсем не хочу знать, что люди говорят за моей спиной. Это слишком мне льстит». Хочется отнести к лучшим писателям-юмористам американца Марка Твена, англичанина Оскара Уайльда и нобелевского лауреата по литературе ирландца Бернарда Шоу, а также поляка Станислава Ежелеца и уже упомянутого Михаила Жванецкого. И тут голос подает Бернард Шоу. Брак — это союз между мужчиной, который не может спать при закрытом окне, и женщиной, которая не может спать при открытом окне. Как итог, классная кинокомедия, чтение юмористических произведений или общение с остроумным собеседником, идущим по жизни с улыбкой, поднимут на нужную высоту ваше настроение и победят хандру. И еще пару выражений классиков юмора. Есть только две бесконечные вещи — Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен. Альберт Эйнштейн. Оптимизм и пессимизм расходятся только в дате конца света. Станислав Ежелец. Не будем напоминать о подписке, отметке «нравится» или «не нравится». Эти просьбы повторяются в каждом выпуске. Напишите лучше в комментариях лучшую шутку или выражение, которую вы запомнили и хотите поделиться с другими.